HK One Air Box на канале Технозон, или как нас попытались обмануть. Поехали. Привет, это Технозон. Не правда ли что-то нам напоминает? А напоминает нам это Vontar X3, но нет, это HK One Box. Давайте сразу перейдем на AliExpress, и я сразу же буду раскрывать интригу данного обзора. Мы с вами сейчас на AliExpress. Мы видим с вами вкладку на AliExpress HK One Box, HK One Air Box, вот там, вот так вот он называется. HK One Air Box. И что сделали HK One вместе с Vontar? В свое время Vontar заказал у HK One Box X3 вот такая вот приставочка. Стоит она в комплектации 4х32 $37. И приставочка получилась достаточно неплохая. И были модификации Transpeed X3, Vontar X3 и плюс была еще HK One Box X3. Вот так вот она называлась. Но они, продав достаточно большое количество этих приставок, они поняли, что они популярны. Они в том же корпусе, под ту же расцветочку выпускают HK One Air Box. В надежде просто-напросто поиметь людей. Во-первых, цена у него 35 за версию 4х32, то есть $35. И как бы они рассчитывали на то, что люди по привычке, вон Vontar, он неплох получился. И за эти деньги HK One Air Box тоже будет очень даже неплох. И получается ситуация, что люди начали брать, и начались проблемы. А начались проблемы, знаете почему? Потому что у нас здесь, давайте опустимся ниже и посмотрим. В характеристиках они, конечно же, сделали упор на то, что здесь Android 10, а там Android 9, но здесь Rockchip 3318. Это 4 ядра Cortex A53 по 1,1 ГГц. Это Mali 450 MP ускоритель. Они здесь заявляются, что у них там какая-то супер поддержка 4К 60 FPS, но все это фигня. Во-первых, они заявляются 5 ГГц Wi-Fi, а он здесь урезан до 40 мегабит, вообще 65 мегабит потолок. А у Vontar X3, вот давайте мы перейдем к Vontar X3, посмотрим на характеристики. Там S905X3, Cortex A55, цена на $1 дороже, на секундочку, Mali G31, 9 Android, поддержка 4К 60 FPS, реальная поддержка. Там 5 ГГц топит больше, чем 200 мегабит, и это реально правда. Плюс там 1000 мегабитный LAN, а здесь у нас 100 мегабитный LAN. И что же у нас получается? Что они под этот шумок выпустили приставку и начали ее продвигать примерно как то же самое. Название, да, HK One Box, HK One Air Box. Цена примерно одинаковая, картинка у нас, вот в принципе коробочка, да, картинка у нас примерно одинаковая, почему бы и нет хайпануть. И люди купили, повелись, а это действительно дерьмище. Почему? Потому что оно греется до 85 градусов в состоянии простоя, тротлит она до 0,4 ГГц, то есть 400 МГц при полной нагрузке работает процессор. Это ужасно. YouTube мы попытались включить 4К, он вообще завис к чертовой матери. Ну и само собой тест скорости сети получается у нас вот такой вот. Жиденький, 40 мегабит на загрузку, 40 мегабит на выгрузку. Больше мы его не тестировали, потому что мы считаем, что нас просто-напросто с этим боксом попытались жухнуть. Знаете, такой маркетинг, мягкий маркетинг, когда всех попытались наколоть. В принципе, обзор на оригинальный Vontar X3 лежит в описании под видео. Данный ТВ-бокс мы сразу не рекомендуем. Доказательная база далее в обзоре. Под видео ссылки на все эти ТВ-боксы. Под видео топ-5 ТВ-боксов в разных ценовых категориях, если вы действительно хотите неплохой ТВ-бокс из Китая за нормальные деньги. Ну и, конечно же, под видео подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые правдивые, классные и честные обзоры. Ну и сейчас я говорю вам, хавабанг, ребята, это же HK One Air Box на канале Технозон. Поехали. И вот теперь доказательная база. Почему же Vontar X3 лучше брать, чем, или HK One Box X3, чем вот этот вот HK One Box простой, вернее HK One Air Box и Vontar HK One Air Box. Короче, мы видим, что приставка только включилась. У нас температура в простое 84 градуса. Процессор 1,1. В отличие от X3, который до 1,9 ГГц. При этом здесь ни root прав нет, ни автофреймрейта нет. А вот теперь самое главное доказательство. Давайте. Вот когда мне показывают, что, вернее, когда обзорщики показывают, что там играют они на этом ТВ-боксе. Ребята, забудьте, это бред. Итак, смотрите, платформа
Это 3328 платформа, процессор 3318. 4 на 64 версия. Теперь у нас за процессор, центральный процессор Cortex A53 до 1,1 ГГц, а там Cortex A55. За видео у нас отвечает Mali 450 MP, а там Mali G31. То есть одна и та же цена, в доллар разницы. Сеть, да, здесь есть 5 ГГц, и мы ее сейчас проверим, но сейчас у нас подключена сеть на 5 ГГц с ограничением 65 мегабит. То есть у него пороговая граница 65 мегабит. Сейчас мы посмотрим при идеальном сигнале. Ну и само собой датчиком температуры у нас есть доступ 83-85 градусов. Все отлично. И давайте сейчас перейдем сразу же. Вот мы не будем ходить там смотреть какие-то меню. Нам нужна доказательная база, что это дерьмо полнейшее. Слушай, ну включайся. Вот смотрите, я нажал на спид-тест, и он выкинул, кстати, меня из монитора производительности. Ну да ладно, мы сейчас проверим с вами 5 ГГц. И смотрите, такой абракадабра, симсалабим, твою мать, это будет 40 мегабит в секунду. Твою ж налево. В Онтаре X3 там 5 ГГц за 200 топит, а здесь у нас 40 мегабит. То есть взять и под этим брендом пропикнуть вот такую вот гадость, это просто-напросто кощунство, наглость. Я не позволю этого сделать. И другие, кто его обозревает и рассказывает, что этот бокс можно покупать, это полный бред. И Vontar HK One Airbox, и просто HK One Airbox, мы против. То есть, ну, смотрите, что это? Что это? Я не буду даже рассматривать. Ну, давайте воткнем еще LAN RJ45. Давайте я сейчас воткну, и мы посмотрим, какой здесь модуль на LAN RJ45. Давайте, поехали. И это сотка. А на Vontar X3 там 1000 мегабитный LAN. То есть, что мы имеем? Мы имеем бокс во всем хуже, в конкретно хуже, но по той же цене. Зачем платить вот за это, если можно купить нормальный бокс? Хорошо, выходим. Тесты сетевые вы уже поняли, да? А давайте, мы, во-первых, слушайте, для начала вернем Performance Dialog. Ох, как же это все тормозит. Твою же налево. Давай, возвращайся. Потому что нам необходимо смотреть, это все очень тормозит, нам необходимо смотреть на частоты процессора. То есть, насколько он тротлит в реальных условиях. И смотрите, Performance Dialog включен, он нас выкинул. А знаете почему? Потому что здесь очень классно реализовано все. То есть, системе не хватает ничего, она выгружает все, что, все, что под руку попадается. Давайте, Performance Dialog включили обратно. Температура 89 градусов. Нас интересует частота процессора, и идем делаем тротлинг тест. Давайте CPU тротлинг тест. Мы видим, что у нас сейчас как бы 0,6 ГГц. Давайте температуру и поехали. Сейчас стартуем. То, что у нас не поддерживаемый тротлинг тест, нас это не пугает. Нам главное с вами видеть частоту процессора. И частота процессора при 100% нагрузке далеко не 1,1. То есть приставка в конкретном, мать его, тротлинге. При этом в тротлинге жестко он падает до 0,4 ГГц. Что это вообще? Это Rockchip 3318. Это самая большая фикция, которую они могли сделать. Все, ребят, оставляем, пускай поработает, посмотрим на максимальную температуру позже. Прошло уже время, мы видим, что тротлинг 0,4, 0,6, 0,8, 0,4, 0,6, 0,8, то есть она тротлит до 0,4 ГГц. Вы знаете себе, 400 МГц вообще приставка. Я могу сейчас остановить, вы увидите вот это вот, вот так вот это все дело выглядит. То есть и производительность 8295 джипс, при том, что на Vontar X3 производительность 32 с мелочью джипс. Это, ребят, это вообще небо и земля. Максимальная температура у нас была 85 градусов. Пойдите посмотрите в оригинальный обзор, сколько у Vontar. Хорошо, мы вышли. Вот это вот то, что я хотел вам показать. Если мы включим CPU Load генератор, то здесь будет еще все круче. Почему? Потому что он даст абсолютно полную загрузку. Кстати, смотрите, как это все загружается весело. Мы с вами общаемся, а приложение загружается, оно делает усилия над собой, вернее, приставка делает усилия. Давайте включим на полную загрузку, все это безбожно тормозит. Сейчас мы посмотрим, насколько мы сможем это все дело разогреть. Ну давай, а он все, он уже висит так, притом конкретно. И он стабильно падает на 0,4, то есть вы практически загрузив данную приставку, вы получите
ну капец какое падение производительности. И вот вам доказательство, буквально еще минуты не прошло, он уже упал до 0,4 ГГц частота процессора. То есть нет, эта приставка ну, не имеет права на жизнь. Мы изначально это вам говорили, только вот должны предоставить вам доказательную базу. Ни Wi-Fi, ничего. Ну давайте еще я вам YouTube покажу 4К, как он играет. Ну то есть разница, да. Я не говорю уже о том, что здесь, чтобы здесь играть какие-то торренты проигрывать, я не говорю, ой. О, Performance Dialog опять закрылся, то есть, ну, само по себе прошивка, она о многом говорит, то есть выкидывает постоянно Performance Dialog, если его перезапускаешь, он вообще может в черный экран упасть, ну, короче. Давайте еще YouTube, вот мы опять давайте подождем чуть, YouTube грузится, у меня уже голова от него болит, я вам честно говорю, я его когда настраивал, это было нечто. То есть, вот видели, да, окошко появилось, оно висит, ну, давайте пропустим. Так, идем. Ну вот давайте мой клип включим, он в 4К, ну не знаю, некоторые из вас знают, что я пою иногда, когда мне скучно. И вот пошло проигрывать, мы сейчас посмотрим, в каком у нас, сейчас он, во-первых, почему-то HDMI у меня 720p показывает. Это, кстати, вот он изначально на моем 1080p рекордере, вот он 720p врубился. Слушайте, что повис YouTube? YouTube повис. YouTube повис. Просто он вывесился. Куда он вывесился? О, отличный бокс. Вах, включил 4К клип. Все. Все, включил клип 4К и все повисло. Класс, красота. И что с этим делать? Переключиться можем? Нет, все, он наглухо вывесился. Ну 0,4 ГГц. Ну о чем мы говорим? О чем? Это просто один из самых ужасных ТВ-боксов. Был недавно у нас на обзоре 3229, там вообще трэш. Здесь еще хуже, как по мне, потому что здесь вообще не по-честному сделали. Переходим, резюмируем. Результат вам налицо, в принципе. Выводы и резюме будут однозначные. Мы не то что не рекомендуем, мы призываем не покупать HK Wonderbox ни в каком исполнении OEM. Не путайте его форму, не путайте эту картинку, не путайте название. То есть оригинальный Wonder X3, оригинальный HK Wonderbox, Transpeed X3 это боксы, которые не относятся к этому, откровенно говоря, очень нехорошему в кавычках, потому что это все еще хуже ТВ-боксу. Это действительно Guana Box по нашей версии, это один из самых худших боксов 2020 года. То есть у нас был еще один 3229, это вообще был трэш, этот на втором месте. Мы, кстати, выпустим топ-10, наверное, антирейтинг 2020 года. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и HK Wonderbox на канале Технозон. Пока, ребят.